И привел меня на ретрит неосознанный поиск. Оказывается, уже сейчас я понимаю, что он очень давно начался. Я считаю, самое ценное, это появилась искренность. То есть ты начинаешь смотреть на человека и чувствуешь вот именно то, что ты желаешь ему. А то я думал, что я уже все, вообще гуру тут. Там столько работы, там столько всего. Это вообще бесценно, потому что ты начинаешь вообще понимать, как вообще происходит, почему вообще происходит с тобой вот это все в жизни. То есть только все от тебя зависит. Привет, представься, пожалуйста, откуда ты к нам приехал и что привело тебя на ретрит. Привет, меня зовут Кирилл, я приехал с Свердловской области, город Каменск-Уральский. И привел меня на ретрит неосознанный поиск. Оказывается, уже сейчас я понимаю, что он очень давно начался. Но вот это вот в конце, это уже какие-то непонятные были страдания, такая тоска, ничто не наполняло, то есть за что берешься, сразу же становится неинтересно, не как-то все, были такие состояния, что вообще ничего не охота было делать, и непонятно куда и как, и что идти. Да, жизнь исчерпала себя. А ретрит, он просто откликнул, сразу же просто интервью с пробужденными, я там стал сразу же смеяться, плакать, и что-то внутри сразу же такое нашло свое что-то такое родное оттуда, что как бы безоговорочно захотелось в эту среду, к этим людям. Какие у тебя ожидания от ретрита? Ожидания, спрашивали на первом занятии, когда ожидания, я даже не мог придумать сначала, хотел ответить, но как-то в голове все, мне вроде бы есть ожидания. Для начала вообще я пришел в школу, когда на практику тишины онлайн, я вообще хотел для себя это пробуждение, но и сейчас хочу для себя. Но сейчас почувствовалась вот эта вот возможность через задачу, то есть вот помощь, вот эту вот ты радость чувствуешь, да, в себе, и вот чтобы люди как-то почувствовали тоже, то есть ты как-то внес вот эту свою лепту, чтобы они это все прочувствовали, и как бы и для себя, получается, ты это все раскрываешь, то есть через других, и научиться передавать это состояние другим, вот для чего. В твоем понимании, что такое ретрит? Ретрит — это перезагрузка. Мы погружаемся в тишину и начинаем смотреть и высматривать эти программы ума, как они повторяются, как он нами там владеет, как он нас держит на коротком поводке. И таким образом мы совершаем эту работу, мы перешагиваем их и кипим, и все больше и больше этим сопротивлением толкаем же это сопротивление, и получается все больше и больше становимся свободнее. То есть для чего ретрит нужен? Для очищения, для того, чтобы увидеть хоть на какое-то время вот реальность такая, какая она есть. Как для тебя вообще прошел ретрит? Какие были, может, трудности, с чем ты столкнулся? Но ретрит, я ехал, думал, никаких трудностей не будет, как бы, и вообще все так легко, такой самонадеянный, и просто таких представлений столько было. Но не тут-то было, там, просто в третий, наверное, или на четвертый день все говорили о каких-то трудностях, там кто-то хочет ехать домой, я думал, у меня-то такого не будет там. И вот я просто сижу на занятии, и приходит такое состояние, что я 2 года уже не ем мясо, а тут я хочу очень сильно шашлык, хочу гамбургер съесть, хочу пить, захотелось курить, сразу же все это просто в баню захотелось. И ум начал вспоминать вообще все самые лучшие мои моменты в жизни. То есть вообще такое состояние пришло, вообще зачем я тут, что я тут вообще делаю? Мне и там было вообще неплохо, хорошо как бы. И это начало продолжаться с периодичностью буквально там 30 минут. То есть я испытываю благодарность полностью за вот этот момент, за то, что тут происходит, вот это все понимая, что как я жил до этого, как это было тяжело, как я в таких мрачных состояниях находился, то ум вспоминает мне самые лучшие моменты жизни. И вот так вот весь период, весь ретрит проходил. Такие и проходит, контрастные и до сих пор. качели получились, да? Да, такая карусель
веселая карусель, к которой уже привыкаешь, и вот именно вот его уже убеждения становятся более такие отдаленные и более такие смешные. То есть ты начинаешь их наблюдать все четче и четче. Какой у тебя был, может, самый яркий опыт или переживание твое, осознание, может? Сознание. Я ехал на ретрит вот с задачей вот это почувствовать, вообще вот как это, что мешает мне отдать, потому что я чувствую, что как бы, ну, не чисто я вот это желаю всем вот этого пробуждения, потому что, ну, что-то мешает. И вот на этот запрос я смотрел в небо, и мне как будто прикоснулись вот тут к груди, вот что-то такое. Я сначала не понял вообще, вот это только через неделю как бы до меня дошло, что это было за опыт. Мне прикоснулись, и мне как бы показали стенку вот в груди, как прямо на физическом плане в груди какая она, то есть что вот мне мешает. И я ходил, и вот именно весь ретрит болел, получается, и вот с этим кашлем вот выходило вот такое сознание, что, блин, что на самом деле все просто, то есть пробуждение оно для всех, а ум хочет присвоить как бы себе, он говорит, сравнивать себя с другими, то есть он начинает соперничать, то есть он начинает говорить, я вот это лучше делаю, вот это вот, он начинает присвоивать, он не желает другим пробуждения, то есть он наоборот как-то завидует, вот зависть, вот эта зависть, она проявилась, просто вот эти все качества, они начали вылазить. И самый большой опыт, были опыты вот эти пропадания просто вот в момент, то есть ты сразу же все воспринимаешь, и как бы нет ощущения тела, что ты идешь, но я считаю, самое ценное, это появилась искренность. То есть ты начинаешь смотреть на человека и чувствуешь вот именно то, что ты желаешь ему, а то, что ум тебе говорит, он где-то отдельно. То есть он начинает вмешиваться, ты это начинаешь видеть. И ты, получается, чувствуешь вот эту искренность, которая изнутри идет. И ты прямо вот ощущаешь, что это вот это то. Вот именно, что вот эта разделенность, она уходит, а вот это отождествление, что вот с этой завистью, с этой злостью, вот этой вот штукой. А вот до ретрита ты знал, что в тебе есть такие качества, или ты видел их так явно до этого? Видел какие-то, может быть, маленькие аспекты, но не думал, что вообще столько этого всего много. Я думал, что я уже все, вообще гуру тут просить. Ну, вот я уже приехал, вот мне осталось чуть-чуть. Ха-ха. Вообще тут просто там столько работы, там столько всего, там просто повылазило. Вот я уже говорил, это зависть, злость. Просто не хочешь, получается, искренне добра другому человеку. Вот это вот просто на ретрите это все сразу же тебя как фонариком просвечивает. Это все Ну, было полезно узнать себя с такой стороны. Да, и больно было. С одной стороны, это очень больно. И сейчас это продолжает как бы вылазить, и это не дает покоя и неохота к этому назад возвращаться. Да, действительно, так много людей живут и даже не подозревают, что в них столько есть. А тут есть возможность это все взять и увидеть. Вообще, и это вообще бесценно, потому что ты начинаешь вообще понимать, как вообще происходит, почему вообще происходит с тобой вот это все в жизни. То есть только все от тебя зависит, потому что все отражение тебя внутри получается. А то, что у тебя внутри, ты это даже не видишь и думаешь, что вот это вот все там плохие какие-то, а у тебя там внутри капец просто целый там рюкзак, там полностью забитый всеми вот этими качествами. А ты как слепой котенок, ты все вот на ощупь, на ощупь, на ощупь. Ну, вот пройдя ретрит, у тебя поменялось понимание о том, что такое ретрит? Ну, я понимал это, поменялось вообще полностью кардинально, потому что здесь я ехал, по сути, я обманывал себя, я ехал вот для себя это все сделать. Прямо я понимал, что я еду для себя сделать, но сейчас я очень явно это понимаю, что я ехал для себя. А здесь именно ретрит нужен для того, чтобы вот узнать себя вот этого, почувствовать именно вкус вот этой отдачи, то есть другому человеку, что тебя по-настоящему делает, наполняет тебя, что тебя делает счастливым. А именно увидеть вот этот ложный эгоизм, который тебе говорит, что вот ты будешь счастлив здесь, 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 здесь. И как бы прочувствовать это счастье настоящее. Порекомендовал бы ли ты вот этот ретрит другим людям? Ну, если вы не настрадались, то
можно и не приезжать. Но если уже, да даже если не уже, просто что-то не... Хотите познакомиться с собой, с настоящим, то это тут такие прекрасные условия, здесь столько много, такая прекрасная атмосфера создана, что здесь даже если вы не сможете не получить результат. То есть тут результат придет в любом случае.